Постепенно мы приближаемся к первому обновлению в рамках eFootball 2025, а именно к обновлению до версии 4.1.0. Прошло уже достаточно времени с момента основного релиза, мы уже плюс-минус приноровились к нынешнему геймплею, но все-таки есть о чем поговорить. Особенно учитывая, что в обновлении до версии 4.1.0 вроде как планируется, что игровой процесс вновь претерпит изменения. Обо всем этом и не только поговорим в новом ролике на этом канале. Как и всегда, не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. На самом деле к нынешнему геймплею особых претензий как таковых не имеется, кроме двух основных моментов. Ну и если в лишний раз не считать тот же самый отклик и соединение в матчах, это остается неизменным и, как всегда, на наихудшем уровне. Как бы Konami не пытались проводить работу над серверами, сколько бы серверов они не накинули по разным странам, все равно Connect время от времени остается просто ужасным. И в такие моменты геймплей можно разделить на две категории: более играбельный и менее играбельный. Менее играбельный, когда наиболее заметны какие-то странные отскоки, когда присутствует ощутимая задержка в командах, в то время как в более играбельном геймплее при плохом коннекте происходит все то же самое, но с куда меньшим размахом. То есть задержки чуть поменьше по времени происходят, и отскоки странные проявляются намного и намного реже, но не без них. Ну а что касается основного геймплея, при идеальнейших условиях, когда коннект нормальный, интернет у обоих соперников хороший, в принципе здесь имеется два основных момента. Первый, он неизменный из части в часть, из года в год, это гандикап. Складывается ощущение, что в этом году гандикап стал еще более ощутимым, еще более наглым, нежели в прошлых частях. И в принципе про характерные черты гандикапа в лишний раз говорить не приходится. Мы и так с вами знаем, что он из себя представляет. Да ну что ж ты делаешь? Тут, это что за хуйня? Как это не берется? У меня Месси такое не забивает. Просто складывается впечатление, что раньше гандикап как-то был избирательнее, что ли, в то время как сейчас он более рандомный и в лишний раз непонятно кому и когда он отдает свое предпочтение. Складывается такая ситуация, что у тебя может быть победа из 5 или больше побед, а потом внезапно бац и 4 поражения просто на ровном месте, как будто ты разучился играть. Или даже если ты вроде как хорошо играешь, хороший коннект, ты ведешь с преимуществом там в 2-3 мяча, происходит какая-то необъяснимая ситуация, по сути, по щелчку пальца, когда вроде бы игроки не сказать, что прям сильно хуже стали играть, но где-то в моменте не добегают или просто как-то тупником стоят. И даже те моменты, которые ты вроде бы читаешь по матчу, они почему-то проходят, и соперник извлекает из них опаснейший момент, если вообще не сбивает. Блять, ну это, сука, читалось просто, блять. Там вокруг него столько защитников было, блядь, и все равно прошло. Я хуею, блядь. И нередко в последнее время стало происходить такое, что исходы матчей стали переворачиваться с ног на голову. Не сказать, что такого не происходит в футболе, но учитывая, что мы играем в электронный футбол, все это выглядит как-то более подозрительно, нежели в реальном мире. Вот такая вот субъективщина. Ну и второй момент, это, конечно же, голкиперы. Голкиперы после обновления стали еще тупее, нежели раньше, и это связано с дальними ударами и в целом с их игрой. Они стали чаще пропускать какие-то слабенькие удары в ближние углы, они перестали хоть как-либо отражать мячи, когда пробивают из-за штрафной, ошеломляющим ударом, или просто когда бьет игрок с высокими цифрами силы удара. После обновления в таких моментах голкиперы стали менее надежными, из-за чего в лишний раз, когда сопернику удается пробить из-за штрафной, иногда становится даже страшно. Но, как сообщается, с грядущим обновлением до версии 4.1.0 вроде как грядут изменения в игровом процессе, не сказать, что самые глобальные, но как минимум мы можем рассчитывать на то, что вновь изменит игру голкиперов, потому что из всего ранее перечисленного и в целом всего сказанного в этом ролике, голкиперы — это то немногое, что можно в принципе исправить и что заметно невооруженным взглядом. Но, как уточняются, предстоящие изменения в игровом процессе не планируют быть глобальными, то есть не будет отдельной страницы, где Konami расписывают подробно, где и как что изменили в геймплее, а когда изменения в геймплее глобальные, они выкатывают подобные мини-статейки, в этот раз планируется без них. По сути, свои косметические изменения, но в лишний раз даже они могут повлиять на ощущение и в целом восприятие игрового процесса. Поэтому будем надеяться, что после обновления
обновления до версии 4.1.0 игровой процесс станет еще более сбалансированным, нежели сейчас. И как раз после последнего оперативного обновления Konami решили провести опрос среди игроков касаемо игрового процесса, поэтому у каждого желающего есть возможность пройти этот опрос и поделиться своим мнением. И в конце опроса высказав все, что накопилось за все это время. Там присутствует отдельная формочка, поэтому ссылку на нее оставлю в описании под этим роликом. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Как и всегда, ваше мнение я буду ждать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его с вами большими пальцами вверх, подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании и в закрепленном комментарии, и про этот канал также не забывайте. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи в матчах, несмотря на все непонятки с геймплеем. Всем пока!